Ахой, комрады! Доброго вам времени суток, сейчас мы снова поговорим за кино. Как многие догадались, читая заголовок видео, речь пойдет о фильме «Главный герой». В перерыве между ожиданием фильма «Падение Луны», он сейчас исключительно в кинотеатрах, и просмотром сериала «Основание», еще пока не досмотрел, решил посмотреть фильм про компьютерную игру. Так что про наш любимый космос в будущем. А сейчас тоже, казалось бы, родная тема. Но что-то пошло не так. Надо сказать, в прокат выходило много фильмов со схожей тематикой, начиная от Трона, заканчивая продолжением Джуманджи. Даже был любимый мной мультсериал «Компьютерные войны». Помню, я его даже себе на видеокассету записывал в свое время. Один из немногих 3D-сериалов того времени. Там, кстати, тоже про жизнь NPC в компьютере, в которую периодически вмешивались игроки. Злодеев звали Мегабайт и Гекса. Так лампово сейчас звучит. Еще не могу не вспомнить, как один из неписей на конкурсе талантов пел песню в двоичном коде. Ну типа 1-1-0-1-0-0-0-1. Помню, меня прям подорвало, как я услышал это. Наверное, мало кто помнит это старье. Да, я олдфак. А вы все равно подписывайтесь и жмите кнопки. Те, кто помнит, могут еще написать комментарии об этом. Но возвращаемся к Сабжу. В русской локализации фильм назвали «Главный герой». Хотя в английской название звучит как «Free Guy», что означает «свободный парень». Честно говоря, не понимаю, как у локализаторов такие переводы выходят. Главный герой типа звучит круче, что ли? По мне так смысл утерян, ну да бог с ним. Сразу скажу, фильм «Звезд с неба» не хватает. По идее, это должна была быть комедия, но больше похожа на мелодраму. Шутки не смешные, иногда пошлые. Сюжет... Ох, сюжет... В главных ролях Райан Рейнольдс, ну, тот, что Дэдпул. Мне кажется, его только по этой роли будут вспоминать. И вроде комик хороший, но что-то в этом фильме таким старым показался. На его место надо было кого-то помоложе брать. Ну и да, он был абсолютно не смешным. Лесли Нильсон, несмотря на возраст, был гораздо круче, если уж говорить о трэш-комедиях. За сеттинг взяли MMORPG в стиле GTA. Ну, типа город, в котором игроки бегают и творят беспредел. Главный герой фильма — это NPC, клерк из банка, который ежедневно грабит игроки. Ну и типа он ходит по запрограммированным рельсам, но в какой-то момент осознает себя и выходит из-под контроля. Причина такого поведения нам подается как любовь к случайному игроку. По ходу фильма мы поймем, что игрок не случайный, и поведение, по сути, тоже часть программы, но любовь настоящая. Пойду язык помою, аж противно. На самом деле, все банально и прозаично. А я просто пафосно сказал. Сейчас тупо в 2 словах перескажу сюжет. Не переживайте, ничего не потеряете, если все узнаете заранее. Там интриги, как в российских сериалах про расследование. То есть никакой. Была пара, парень с девушкой. Они придумали игру типа Симса, в которой персонажи живут как в аквариуме и саморазвиваются как искусственные интеллекты. Потом их выкупил какой-то воротило и на их движке сделал GTA. По какой-то причине это действие оказалось незаконным. Я вот этот момент вообще не понял. Чувак выкупил игру, положил ее на полку и не стал развивать, а наработки заюзал в другом месте. В чем там противозаконность, для меня загадка. Может, в контракте купли-продажи что-то было, конечно, но нам об этом не докладывают. Парень остался работать на воротилу, причем, я так понял, в качестве саппорта или админа. Из фильма не очень понятно. Он там бегает по игровому миру и читеров отлавливает. А девушка пытается судиться, подробностей исков нам тоже не выдают. Ну и вот эта барышня ищет в игре доказательства присутствия в ней исходного кода своей игры, играя в эту игру. У меня вопрос к сценаристам. Вы там опять кокоса нажрались, что ли? Искать исходный код в игре, играя в нее? Серьезно? Не, это точно заслуживает какой-то премии. Не Дарвина, конечно, но точно какой-то за особую тупость. Самое главное, у парня есть доступ к исходному коду игры.
И по ходу фильма он в него даже заглянет и найдет доказательства, но не воспользуется этим. Опять заставит подругу играть в игру, чтобы получить виртуальные доказательства при наличии реальных у них в руках. Они там слишком тупые, чтобы осознать глубину своей тупости. По ходу фильма нам подкидывают драму, говоря, что выходит новая версия игры и типа старую закроют. Надо успеть найти доказательства, пока сервера не потушили. К тому моменту мне надо было уже тушить свой зад. Реально, вот кто в здравом уме будет тушить сервера популярной ММО, в которую люди вкладывают деньги? Причем на пике популярности, если верить этому фильму. Я понимаю, если в игру перестали играть, да, но когда в нее приходит все больше игроков и приносит все больше денег, это безумие тушить сервера в такой момент. Ща вон все сервера линейки или Вова закроют, во ржака будет. Или в танчиках прогресс обнулят, ох, сколько благодарности от людей будет не передать. Но, похоже, сценаристы кокос запивали алкоголем, поэтому им некогда было размышлять. Мозг принимал сигналы из космоса, которые превратились в сценарий. В общем, по исходному коду игры Sims у NPC был заложен саморазвивающийся искусственный интеллект, что и сыграло роковую шутку с главным злодеем, создавшим GTA на его базе. Герой Райана Рейнольдса, встретив девушку в игре, влюбился в нее, так как был воплощением скрытой платонической любви к ней соавтора. Ну, вы поняли, какого уровня тут интрига. NPC начал творить дичь в игре наравне с игроками, и все стали фанатеть от него. Он будто превратился в суперзвезду мирового масштаба, типа о нем даже в новостях начали говорить. Ну а потом девушка попросила его найти доказательства. Дальше накал идиотии только рос. Сначала хозяин игры забанил всех игроков. Офигенная история, правда? Затем он попытался убить неубиваемого непися другим недоделанным неписем, отключив точки респа. Я хз, как им такая наркомания в голову пришла. Потом он тупо начал топором крушить сервера, что в игре отобразилось разрушением местной архитектуры. И типа все это происходит по телевизору на всех экранах страны, как вот вообще не ясно. Как события в игре превратились в синематик и начали транслироваться по телевидению, ведомо только рептилоидам, которые направляли руку обдолбанных в конец сценаристов. Самое главное, что все это было из-за того, что они не могли удалить одного NPC. Я не знаю, насколько надо быть для этого рукожопым. В итоге, Рейнольдс находит исходный Sims рядом с городом, типа все это по телеку видят и непонятно чему радуются. А последнюю серверную стойку спасает девушка, заключив сделку со злодеем. Я вот только не понял, как она в серверной оказалась. Кто ее пустил вообще? Не иначе, как телепортировалась прямиком из своей квартиры. И все ради хэппи-энда. Это якобы спасло персонажей игры с искусственным интеллектом. Дальше нам показывают, что зло наказано, неписи в безопасности, а тайная любовь стала явной. Вот вообще не понимаю, зачем снимать такое говно. Это не смешно, не логично, не несет под собой никакой смысловой нагрузки. Даже не зрелищно. Будто марвеловских мастюнов с камнями без конечностей посмотрел. Как оплеванный вышел. Такое ощущение, что меня за дебила держит. Там, кстати, была пасхалка с Капитаном Америкой. Да, я заметил. От этого фильм стал намного лучше. На самом деле нет. Короче, не смотрите такое. Люди даже не стараются вас развлечь. Думают, и так сойдет. А я считаю в жопу такие фильмы. Если считаете так же, жамкайте кнопки под видео, YouTube это одобряет. Всем добра, всем пока, увидимся на полях сражений.